Сегодняшнее занятие – это первое занятие нашего, надеюсь, довольно длинного и всеобъемлющего курса по шейдингу, лайтингу, рендеру и лугде в Houdini. Мы долго как планировали, чего как устроить, и пришли к выводу, что на самом деле самым разумным будет сделать просто такой в качестве интродакшена небольшой ликбез по математике, по функциям, по тому, какие они бывают, как их можно использовать и как они могут пригодиться в работе. Анализируя то, что надо рассказывать дальше, мы поняли, что без вот этих знаний дальше, в общем, можно ничего и не рассказывать, потому что оно не зайдет. Поэтому сегодняшнее занятие, оно такое больше теоретическое, может быть, то есть не будет каких-то красивых там картинок, мы не соберем никакого красивого материала, ничего. Тем не менее, и может быть для многих будут это какие-то очевидные вещи, я прошу тоже отнестись с пониманием, потому что у нас уровень очень плавает, то есть, возможно, кому-то сегодня будет не слишком интересно. Тем не менее, мы решили вот такие простецкие какие-то самые штуки рассказать. Я так для затравочки хотел вам показать одну картинку. Дело в том, что в чистом виде процедурный такой текстуринг, процедурный шейдинг и текстуринг какой-то с помощью функций, чисто математических функций, он довольно редко действительно используется, потому что, эта математика, она всегда читается довольно сильно, и сделать какой-то по-настоящему органический, натуральный вид довольно сложно. То есть, как правило, мы используем комбинацию между все-таки растровыми текстурами и какими-то функциями, которые нам позволяют там тоже каких-то эффектов добиться. Тем не менее, иногда возникают задачи, когда полностью такой шейдинг, основанный на какой-то математике, он выручает. Например, из последнего, то, что я сталкивался, это как раз была задача на коловрате, когда нужно было сделать землю для города. То есть, например, вот такой кадр можно открыть и даже чуть более поздний какой-нибудь. Имеется в виду снег. Текстура снега. Лежащий внизу. Текстура снега. То есть, я не знаю, тут немножко мелковато на самом деле, но в целом, мне кажется, видно. В общем, в чем смысл, да? То есть, был такой здоровый город, причем город был тоже процедурный, и, в общем, положение домиков там варьировалось постоянно, что генерилось там плюс-минус случайным образом. При этом, нужно было сделать вот эту поверхность. Поверхность довольно хитроумная, да? То есть, там видно, что, глубокие сугробы, да, то есть где-то гладкий, просто не протоптанный снег, где-то, на дорогах мы видим там следы, какие-то отвалы по краям, следы от полозьев, да, при этом, здесь видно, что внутри дворов, вокруг домов он протоптан, да, и так далее. То есть довольно такая хитрая логика, конечно, проще всего было бы просто это попытаться натекстурить, да, нарисовать какой-то дисплей и так далее, но в этом случае очевидно, что это бы не сработало, потому что, во-первых, огромный масштаб, а во-вторых, все постоянно менялось, и эту текстуру пришлось бы переделывать. И вот это как раз та ситуация, когда полностью процедурный шейдер, который использует какую-то математику простейшую, функции, рампы там, и так далее, различные нойзы, он выручает. Здесь основная задача решалась именно по определению областей, где протоптано, где не протоптано, да, то есть там смотрится, грубо говоря, расстояние от дома там, и так далее. То есть строится сначала именно профиль, этот, а дальше уже этот профиль разбивается на области и прорабатывается отдельно. То есть, скажем так, в непротоптанных областях там довольно гладкая поверхность, а в протоптанных, тут на самом деле 3 области. Гладкая, и здесь не видно, отвалы эти, они прорабатывались отдельно, и непосредственно зона, где ходят люди и ездят. И здесь видно, что, допустим, эта вся история, она в данном случае тоже сделана полностью на процедурных, на нойзах, и это, опять же, то есть отсутствие растровых текстур сразу там избавило, во-первых, от тайлинга, да, которого не нужно с ним бороться. И в целом выглядит, видите, плюс-минус более-менее убедительно. И какие-то такие тоже довольно хитрые штуки, как, например, следы от полозьев, да, которые должны, как-то идти, изгибаться, на поворотах заворачиваться там, и так далее. Тоже сделать текстурами, я не знаю, было бы, наверное, довольно проблематично. Так что это просто картиночка для затравки, что, эти все знания, они реально помогают иногда, то есть понятно, что такие задачи не очень часто появляются, но в целом они бывают, и довольно быстро этот шейдер был сделан.
как бы задача была решена. Хорошо, это просто картинки для вдохновения, чтобы вы понимали, что все, что сейчас будет рассказано, это не просто так. Поговорим немножко про функции вообще, да, то есть какие они бывают, какой-то минимально необходимый набор обсудим, посмотрим, что с ним можно делать, как можно комбинировать, каких результатов можно добиваться. Ну и, значит, я думаю, начать имеет смысл с каких-то самых простейших примеров. То есть, собственно, вот есть у нас какая-то функция. В общем случае y равно f от x, то есть у нас есть некая переменная. Да, как, в нашей ситуации, как правило, в качестве аргумента функция выступает, поскольку мы их используем для создания там, каких-то найзов в пространстве, да, у нас, как правило, это либо координаты точки, либо просто позиция, то есть одна, две там, или три координаты, в зависимости от того, работаем мы там на прямой, в плоскости или вообще в объеме. Ну и мы сейчас для примера рассмотрим просто варианты функции одного пока аргумента в плоскости, да, как это выглядит. Значит, функции, их проще всего смотреть, визуализировать в виде графика функции. График функции – это, собственно, рисунок, показывает, как функция работает. То есть, зная значение аргумента, да, мы, используя график функции, всегда можем определить значение функции. Значит, как это делается? Да, вот для функции y равно x, конечно, элементарный пример, тут просто равенство, да, то есть значение функции равно самому аргументу. Тем не менее, если говорить о том, как именно как это определяется графически, то что мы делаем? Мы берем, например, значение аргумента, да, дальше вертикально строим прямую, да, до пересечения с графиком функции и смотрим координаты этой точки по y. Вот, собственно, мы определили значение. Значит, это самый примитивный такой пример. Значит, дальше понятно, что какие-то более сложные существуют уже варианты. Давайте их посмотрим. Например, там квадратичная функция. Здесь, у нее вид вот такой, y равно x квадрат. И можно просто примерно посчитав даже несколько значений, примерно понять, как она выглядит. То есть, во-первых, видно, что там она симметричная, да, потому что у нас отрицательные значения, когда мы в квадрат возьмем, то, что она с положительными. И вид у нее примерно вот такой, то есть она по сравнению с линейной продавленная, единица у них совпадает, да, а значение меньше единицы, понятно, когда мы возводим в квадрат, они становятся еще меньше, и вот она, у нее вот такой вид. То есть вот здесь показано, там 0,5, например, превращается в квадрате, это 0,25, соответственно, вот точка на графике, где находится. Например, вот такая существует тоже полезная функция, fraction, но это частный, скажем так, частный случай от остатка отделения. В данном случае это остаток отделения на единицу. То есть, грубо говоря, эта функция работает так, что она просто возвращает всегда дробную часть от числа. То есть, и мы видим график у нее, соответственно, получается вот такой. То есть очевидно, что для целых чисел у них дробной части никакой нет. Это у нас там 0, да, всегда. И дальше в диапазоне от 0 до единицы, от единицы до 2, она нарастает до единицы. То есть там, допустим, если мы возьмем 1,9, да, то для 1,9 дробная часть будет, например, 0,9. Понятно, да? Более общий случай, у меня нету примера, но можно сейчас быстренько нарисовать. Смотрим, собственно, вот здесь как раз фракшена в этой программулине нету, а есть мод. Мод — это остаток отделения. Уже на какое-то, не на единицу, а на какое-то произвольное число. И здесь, значит, собственно, если мы берем в качестве второго аргумента единицу, мы получаем вот тот же самый фракшн, который у меня был нарисован. Кто мне скажет, как будет выглядеть эта функция, если я буду единицу здесь заменю на двойку? Как вы считаете? То есть что произойдет вот с этим графиком? То есть остаток отделения на 2, если считается. То есть что он вытянется вверх, в стороны, наклон поменяется. Вы понимаете? Самое, что если ты ее отскейлил в 2 раза от 0, то есть она будет от 0 до 2 расти, падать от 0 до 2. Остаток отделения все правильно ее говорить, да. Только, по горизонтали изменится? Да, по горизонтали она будет от 0 до 2, а вот так от 0 до 2, поскольку она линейная. Давайте проведем. Да, совершенно верно. Да, я извиняюсь, я сам попутался. Попробуй на 1,5. Будет очевиднее. Ага. Кстати, да, что у них период на самом деле может быть разный. То есть, грубо говоря, период этой штуки, получается, у нас всегда равен как раз вот этому числу. И эта функция как раз полезная, когда нам нужно, то есть мы на ее основе, допустим, можем какую-нибудь периодическую функцию организовать, да, потому что у нее аргумент, то есть если мы ее результат будем использовать там как аргумент
для уже какой-то другой функции, мы сейчас попозже это посмотрим. Так, с остатком отделения разобрались, собственно, есть у нас тригонометрические функции, например, там, синус, косинус, они, значит, там выглядят у нас как-то вот так. То есть это как бы пример же функции, которая как бы внутренняя математика, которая нам, условно говоря, может быть и непонятна, да, мы просто знаем, что вот, то есть мы ее как бы определяем просто ее графиком, то есть знаем, как у нее график выглядит, в данном случае вот он выглядит вот, ну, вот такой волной, да, пересекает 0 в значении 5, 3, 14, а максимальное значение принимает значение π пополам. Косинус будет выглядеть также, только там смещенным на полпериода. То есть у него максимум будет, наоборот, единица. То есть, допустим, если у нас есть какая-то функция, что мы, в принципе, можем с ней делать? Каким образом мы можем менять ее какие-то параметры, свойства, там, амплитуду, частоту? То есть нас, как правило, вот эти вещи интересуют. Когда у нас есть какая-то готовая, допустим, noise-функция, в которой там уже есть frequency, ну окей, покрутили, да, частота поменялась. Что там внутри происходит, в принципе, вы можете не понимать. Зачастую у вас может быть собрана какая-то функция, там простая или сложная, например, вы используете тот же синус x, да, и у него как бы нету параметра частоты. Да, и вот и в этом плане неплохо было бы понимать, допустим, как все-таки эту частоту менять. Давайте порассуждаем немножко на эту тему. То есть вот такая у нас функция. Смотрите, мы что можем делать? Да? Мы можем теоретически, вот у нас наша функция, и то есть мы можем в общем случае делать примерно следующую историю. Домножать ее, саму функцию на какой-то коэффициент, дальше домножать аргумент на какой-то коэффициент, и дальше еще прибавлять какие-то значения внутри, ну, прибавлять, вычитать. Значит, давайте порассуждаем. Скажите, что будет происходить, если мы b будем делать отличным от единицы? В принципе, это правильный ответ. Это объяснить можно довольно просто на примере. y равно синус 2x. Что будет происходить? То есть мы знаем, например, что у нас значение π пополам, у нас единица π 0. Когда у нас 2x, если у нас x равен π пополам, у нас тогда 2x становится равным π. Это значит, что вот эта точка, то есть для x равного π пополам, вот для такой функции, как бы окажется вот здесь. Видно, да, что у нас 0 оказывается вот в этой точке. А вот эта точка окажется, ну то есть для π на 4, как раз π на 4 превращается в π пополам. То есть все, функция как бы сжимается. Да? И у нас график будет с вами. То есть вот мы ввели коэффициент, и можно посмотреть, что происходит. То есть при увеличении больше единиц частота растет, меньше единиц падает. Вот. Ну то есть, в принципе, простая вещь, но важно ее запомнить. Давайте разбираться, что будет происходить, если мы вот этот коэффициент будем менять. Ну, растягивается выглядит. Ну, да, совершенно верно. Что происходит, например, на примере y равно 2 синус x. Мы рассчитываем значение синуса, вот оно у нас есть, а дальше просто результат функции домножается на двойку. Это значит, что вот эта единица превратится в двойку. Да? 0 останется в нуле, этот 0 останется в нуле, минус единица, соответственно, превратится в минус 2. Можно посмотреть, давайте добавим второй b, слайдер, и смотрим. Вот, собственно. То есть в результате запоминаем, что у нас коэффициент при аргументе функции всегда влияет на ее частоту, коэффициент при самой функции влияет на ее амплитуду. Соответственно, в Гудине можно сразу посмотреть, да, там есть, по-моему, синус, да, например. Собственно, вот у нас, ну, Гудини как-то выглядит, забрали компоненту x, например, да, и дальше вот считаем от нее синус. То есть синуса никакой тут частоты нет, в отличие там, от какого-нибудь турбуленса, да, у которого тут нам проще, потому что уже, ну, тут есть frequency, и окей. Но, тем не менее, мы теперь понимаем, что если мы аргумент, а аргумент у нас это то, что приходит вот сюда на вход функции, если мы этот аргумент будем умножать на какое-то число, то вот у нас, значит, частота меняется. А если мы саму функцию, результат ее домножаем на число, то у нас меняется амплитуда. Хорошо, с этим разобрались. Давайте теперь разбираться с коэффициентами вот этими c и d. Кто мне скажет, что будет происходить, если я буду какой-то прибавлять, ну, положительное число, да, к аргументу функции? Что с функцией произойдет? Смещаться. Смещаться в какую сторону? Вправо. В сторону коэффициента. Вправо ли? Ну вот если синус x плюс 1, ну или плюс Плюс π. π.
Ну, плюс π пополам, например. В какую сторону? На самом деле действуем точно так же. То есть здесь, чтобы понять это, нужно расписать немножко, что происходит. Вот у нас есть такая теперь штука. Вместо синус x у нас синус x плюс π пополам. Давайте просто расписывать и смотреть, что получается. То есть, допустим, x у нас равно нулю. Тогда аргумент у нас будет π пополам, 0 плюс π пополам, да? И это получается синус π пополам. А синус π пополам у нас, как мы знаем, равен единице. Да? Это значит, что вот для такой функции в значении x равно нулю она будет равна единице. Давайте какое-нибудь другое, еще второй x возьмем. Например, теперь π пополам. π пополам плюс π пополам. π это у нас синус π получился. А синус π мы знаем, что равен нулю. Значит, что в π пополам мы имеем 0. То есть мы видим, что у нас с вами функция сместилась влево. Тут вот тоже это важно понимать, да, то есть вроде как бы это не совсем интуитивно, да, мы же прибавили, должно сместиться вправо, но по факту мы видим, что смещается влево. И наоборот, если мы делать будем синус x минус какая-то константа c, да, то функция у нас будет смещаться вправо. Давайте это проверим тоже. c. Да. И вот смотрите, я увеличиваю значение, у меня все ползет влево. Уменьшаю, ползет вправо. Так, ну и последний коэффициент, который нам осталось посмотреть, это коэффициент d. Да? То есть когда мы прибавляем к самому синусу уже какое-то число. Ну давайте, кто скажет, что будет происходить? Вся функция. Хорошо, в какую сторону, если положительное число? Если плюс, то плюс, то плюс. Ну да, видите, здесь без подвоха. Здесь как бы все нормально. Подвох в том, что без подвоха. Очевидная вещь, что синус x плюс, ну, например, плюс 1, да, ну это просто тот же синус x, вот значение единичка, да, просто оно превратилось в 2. Но обратите внимание, да, это не то же самое, что scale, потому что 0 у нас превратится в единицу. То есть это именно смещение всей функции. Минус 1 в 0 превратится. Да, минус 1 превратится в 0 и так далее. Проверяем. Вот, все. Добавляем. Вот оно выползет вверх-вниз. Так, хорошо. Вот с этим будем считать, что разобрались. Смотрите, сейчас мы вам задаем вопрос, то есть вы что-то отвечаете, если это неправильно, мы вас поправляем. Когда вы будете наедине с компьютером, если вы сделаете что-то неправильно, он просто что-то неправильно нарисует. И вам нужно самим понимать будет, где проблема, как ее искать. Поэтому старайтесь, ну, то есть вот просто подставлять вот эти значения, вот как Игорь делает, и проверять вот, свои теории просто на бумажке. Это не так сложно, то есть в критических областях функций. Мы знаем для нуля, мы знаем для единицы, мы знаем где-то там посередине. И как мы смотрим, что происходит. Это не сложно. Через какое-то время практики вы сможете это делать в уме, без бумажки. А потом это станет вообще как бы само собой разумеющимся. То есть не надо пытаться зазубрить это. Вот, это, если мы туда вправо, это будет влево, а потом, блин, вправо или влево, черт его знает. Всегда вы можете проверить. Ну да. Еще несколько функций, которые у меня, в принципе, у меня их не было в списке, но они нужны, да. Еще у нас есть такая полезная функция, как округление. А вот у нас есть y равно x, да, то есть линейная функция. Есть еще такая функция, которая называется у нас floor. Их на самом деле много, этих функций округления. Есть просто round, это округление до ближайшего целого, да. Floor – это округление до минимального целого. Sail – это округление до максимального. То есть у нас round, floor и sail. То есть это тоже функции, которые довольно часто используются. Здесь довольно легко запомнить, какая-какая. Давайте порассуждаем, как будет выглядеть график вот этой функции. Да, кто мне? Кто скажет? Floor это пол, ну переводится с английского. Соответственно, прижимается к полу функция. И, соответственно, от нуля до единицы будет в нуле, ступенечка, потом единички. Ну, в целом, да, верно. То есть, что происходит? Давайте для какой-нибудь произвольной точки, например, там 0,5. Что будет происходить? То есть она посмотрит, какое ближайшее минимальное целое, да, относительно 0,5. Понятно, что это, ну, это 0. Да? Соответственно, для всех точек, которые меньше единицы, да, у которых значение аргумента меньше единицы, там 0,7, не знаю, 0,2, да, ближайшее минимальное целое это просто 0. И поэтому на этом отрезке от 0 до единицы эта функция будет
выглядеть вот так. Просто будет так. Как только мы перешли в единицу, да, для единицы ближайшее целое это единица. Минимально. Минимально, да. И, собственно, дальше для каких-то аргументов, которые там 1 и 2, 1 и 4, да, какое ближайшее минимальное целое для этих цифр? Мы понимаем, что это единица. Значит, что вот на этом отрезке эта функция будет выглядеть вот так. Да? И так далее. То есть это такие, давайте отключу, чтобы было лучше видно. То есть это просто вот такие ступенечки, которые ну, как бы вот так растут. Если говорить о sale и round, то примерно то же самое, только будет, ну, как бы смещение. Sale, понятно, будет просто от единицы начинаться, а round по факту будет смещен просто на, ну, на 90, ой, ну, как бы, условно говоря, на 0,5, да, потому что 0,5 уже будет округляться в сторону большего. Будет выглядеть как-то вот так. Да, ну, вот. Ну, сразу пиши ниже другую. Так, и y равно round тоже есть. В общем, вот они там все, можно включать, смотреть по отдельности. Ну, ровно то, что мы с вами и нарисовали. Там прибавить, по-моему, 25. Ну да. Еще одна функция полезная, которая у нас есть, это функция sign, которая просто, собственно, из названия знак, да, намекает как бы нам на то, что она банально просто возвращает знак аргумента. Ну, то есть, грубо говоря, здесь можно написать вот так. То есть, если это x больше нуля, то у нас тогда это 1. Если x меньше нуля, это минус 1. X равно нулю, это у нас 0. Она нам позволяет довольно тоже в комбинации с другими функциями получить интересный результат. Например, в комбинации с синусом, да, модуль. Ну, обычно она EPS. Собственно, возвращает ну, модуль числа. Да. По определению модуль это, если число положительное больше равно нулю, это само число. Если оно отрицательное, то взятое с минуса. Как-то так оно должно быть, нет? Вообще просто. Хорошо, а в с другой отрицательной, стороны? да, для отрицательных иксов самое важное. Ну так же, да. Ну, то есть она такая. То есть y всегда положительный, а x может быть отрицательный. Ну, ты Все молодец. правильно. Да, отлично. Просто по определению смотрим, да, если x больше равно нуля, возвращается сам x, то есть, грубо говоря, при положительных иксах это просто превращается в y равно x, что, собственно, как бы мы нарисовали. Значения переходят сами себя. А для отрицательных, ну то есть смысл модуля в том, что он как бы отражает нам все, что у нас ниже оси, вот в отрицательных значениях y лежит. И в данном случае отразилась просто вот эта линия, которая просто x, да, которая у нас выглядит вот так. Допустим, в этой точке у нас для x равно минус единице значение, собственно, для x равного минус единице мы берем его с минусом, и оно как бы прилетает вот сюда. Да? То есть минус единица превращается в единицу. И так для всех точек. Понятно, да? Поэтому получается вот такая галка. Как бы обобщим немножко. То есть я привел такой пример довольно простецкий, да, просто сведение в квадрат. На самом деле у нас есть более общая функция, которая называется, опять же, в английской терминологии она называется power, в Гудине это pov, и дальше, значит, указывается аргумент и, собственно, экспонент это называется, да, то есть сама какая-то степень n, правило, она обозначается. То есть в данном случае, если n равно 2, то это просто превращается в y равно x квадрат, ровно то, что мы нарисовали. Давайте для разных каких-то тоже попробуем поприкидывать, для других n-ов, да. Например, кто нарисует для n равного 3? Да, значит, давайте распишем. Это, ну то есть x квадрат, это что? Это x умножить на x. Да? X третий это x умножить на x умножить на x. И будем рассуждать, собственно, Значит, где, просто для точек, для каких-то критических точек. Смотри, да, то есть какие значения x вот легко подставить и сразу понять, какой будет ответ. Ну, как минимум целые, на самом деле на этом графике легко сразу 0, во-первых, да, подставить. То есть 0 где будет? 0 в третьей степени это сколько?
Ну, 0, да. Окей. Значит, Ну, давай рисуем. давай сейчас, знаешь, то есть 0 мы выяснили, превратится в 0. Давай теперь смотреть, что будет с единицей. Да? То есть x равен единице. Чему будет равен? Тоже единица. Все, рисуем точечку. То есть точечка у нас, как бы ее координаты, это определяется x координаты, это значение аргумента, а высота это значение функции. Вот. Значит, давай смотреть теперь минус единицы. Где-то. Где минус единица на оси x? Почему? Вот, да, правильно, по оси x ты правильно определила, а вот значение y уверена, что единица? Давай просто перемножать. Значит, то есть нам нужно минус единицу домножить на минус единицу и еще раз домножить на минус единицу. Значит, минус 1 на минус 1 это сколько? Минус на минус дает плюс. Помним, что, да, что у нас все-таки важно вспомнить, да, что минус на минус у нас дает плюс всегда. Да. Это как бы простая штука, не забываем ее. Нам надо 3 раза домножить минус единицу. То есть минус 1 на минус 1 это 1, да, поскольку минус на минус дает плюс. И дальше мы 1 домножаем снова на минус единицу. Получается снова минус единица. Да. Соответственно, минус единица будет на графике, вот как бы она по y, у нее будет минус 1, ставь точку. Да, где-то здесь. То есть, грубо говоря, мы теперь примерно понимаем, что у нас вот эта функция, она как-то идет между вот этими тремя точками. Да? То есть она же у нас непрерывная, осталось понять как бы как. То есть, ну, очевидно, что раз у нас квадратичная функция имеет какую-то кривизну, это тоже будет иметь какую-то кривизну. Осталось, грубо говоря, понять кривизну, ну то есть как бы она будет идти выше, да, чем вот эта кривая, или ниже. То есть вот на этом участке. Какие будут соображения? Она будет выше или ниже? Ниже. В пределах единиц, ну в диапазоне от 0 до единицы, мы сейчас говорим. Ниже. Да. Потому что еще на 0. Совершенно верно. Значит, почему? Ноль с Почему? чем-то. Потому что еще умножается на 0 неполное число, поэтому Да. когда при домножении Совершенно верно. увеличивается. Потому что мы здесь возводим в степень число меньше единицы. Каждый раз домножая на число меньше единицы, мы получаем все меньше и меньшее число. Это понятно, да? Просто 3 раза 0,5 давайте умножим. Да. Ну давайте умножим одну точку. Вот 0,5 на 0,5 это будет 0,25, а еще на 0,5 как бы половина от 0,25. Пол-литра на Ну, пол-литра это чекушка. 0,125. То есть где-то вот посередине, вот здесь, да, вот эта точечка будет. 0,5 превратится в 0,125. То есть вот здесь точка. Ну и, значит, я думаю, что, надеюсь, уже не нужно как бы считать сейчас вручную. Очевидно, что для минус 0,5 будет просто минус 0,125. Проводим график. Вот, ну, да, совершенно, ну, нормально. Совершенно верно. И вот здесь, кстати, тоже совершенно верно, что вот эта ситуация с тем, что эта кривая у нас ниже, да, чем x квадрат, поменяется на противоположную, как только мы, то есть они пересекаются в единицы, да, которые совпадают. И как только у нас значение аргумента становится больше единицы, наоборот, как бы степень начинает увеличиваться. Вот как бы в чем идея. И в этом смысле то есть нам как бы это и нужно запомнить, что мы, возводя в степень какую-то переменную, да, мы всегда ее значение в пределах от 0 до единицы как бы продавливаем ближе к нулю, да, а значение выше единицы, наоборот, как бы начинают выстреливать вверх. И иногда это какого-то интересного позволяет добиться вида. Мы сейчас в комбинации, опять же, например, с какими-то другими функциями позволяет интересный результат получить. Собственно, для иллюстрации давайте это проверим. Power. Кстати, давайте n увеличивать. Что происходит, когда у нас какие-то нечетные значения, у нас вот такой график, когда четный, ну то есть когда четный и не целые, хотя. Нет, когда что? А вот кстати, вот почему он так? Ну, это какой-то. Это какое-то, мне кажется, это неправильное поведение немножко, Ну, да? Ну ладно. Кстати, давайте тогда еще в завершение. Мне кажется, а кто нарисует? Важно понимать, что n не обязательно должно быть целое. И по факту n может быть меньше единицы. Да, то есть у нас может быть, например, так, функция вида x в степени 1/2. А кто нарисует, как будет выглядеть график вот этой функции? Есть желание? Он немножко будет выглядеть по-другому, чем вот эта история. Убери цвет. То есть, как бы, что, как вы думаете, принципиально поменяется? Ну, конкретно в случае с 1/2, это по сути корень из x.
Ну, то есть, если Ну, здесь- направление мысли верное, но предлагаю проверить по каким-нибудь контрольным точкам все-таки. Ну, то есть, если y... Если x равен нулю. если нулю, ну, если 0, то 0. Так. Вот, Если если... Вот единица, да. Вот единица в Там единице у 0,5. тебя какое значение, например? 0,5. Единица на x, вот. Где единица на x? Вот x равно единице, да? А. Вот эта точка. Вот для этого значения, где вот что у нас по y Результат это какой получается. Вот тут 0,5. Корень из единицы это сколько? Единиц, в принципе. Единица. Вот. Почему, а почему 0,5? Я не знаю, что ты думаешь. Подожди, Да. подожди, не рисуй линии еще. А. Ты только точки определяешь. То есть вот ты знаешь 0 это в нуле, единица в единице. Теперь еще какую-нибудь точку нужно, чтобы определить Ну, в тут положительные. удобно взять какое-нибудь значение, из которого легко извлечь квадрат, да, корень квадрата. Например, 4. Да. То есть корень квадратный из 4 это у нас что? 2. Два. Да? Ну, то есть это как бы число, Так. которое в квадрате даст. Вот, соответственно, для x равного 2, для x равного 4, его здесь нет, он где-то вот тут находится. Да? Да. А давай проставим точку 2. Ну, вот здесь вот. Ну, и да. Ну, то есть приблизительно, ну, Два. где-то, да. Вот. Теперь через эти три И точки. Теперь через эти 3 точки нужно провести кривую. Но Окей. нужно, смотрите, несмотря на то, что как бы есть масса вспомогательных средств типа, вот, допустим, вот того же сайта, да, на котором графики показывают, полезно все-таки в голове представлять, как это происходит и как сделать это в тетрадке, не имея доступа в интернет. То есть вот, собственно, здесь сейчас мы пытаемся показать эти самые способы, которые можно быстро прикинуть в голове. Ну, то есть, вот в целом, ну, это правильный результат, да, сейчас с поправкой как бы на то, что поровнее нарисовать. И здесь действительно важно было, вначале важным был, ну, как бы небольшой ошибкой было это то, что вот эта точка, да, Ну, важно да, понимать, я что не да, так все-таки сказал. эта кривая проходит через единицу всегда. То есть любая, если у нас есть какая-то степенная функция, она всегда в единице будет единица. Как бы здесь кривизна, условно говоря, получается вот в другую сторону. То есть, да. И обратите, собственно, внимание, что ну, то, о чем мы говорили, то есть когда мы коэффициент этот степень увеличиваем, вот у нас это продавливание происходит, да, и когда мы увеличиваем его в диапазоне там, ну, к нулю, близким делаем, то же самое, только идет прижимание уже к оси Y. Хорошо, с степенями разобрались. До сих пор у нас были функции от одного аргумента. Да. На самом деле некоторые функции, Ну, кроме ну как, экспоненциала. на самом деле степенная, она уже как бы от двух, да, у нее есть аргументы, экспоненты, это степень. Поэтому, на самом деле, ну, много существует различных функций, у которых там разный набор аргументов, но, например, вот тоже есть минимум, максимум. Такие штуки, то есть, например, y равно минимум x2. Ну, то есть, это функция, которая возвращает минимальное значение среди двух своих аргументов. То есть, если а меньше b, возвращает а, если а больше b, она возвращает b. Просто выбирает, вот, смотрит вот эти два числа, смотрит, какое меньше, и его возвращает. Давайте график нарисуем. Значит, при этом, видите, здесь могут быть переменные, а может быть, ну и константа просто. Давайте вот этот график вот этой функции, да, попробуем нарисовать, тоже как он выглядит. Алгоритм действий абсолютно такой же, как мы вот действовали до сих пор. То есть, мы не знаем, какой будет график. Нет, там уже кисть. Просто подставляем какие-то точки, которые нам легко посчитать, несколько штук, и исходя из этого предполагаем, как будет выглядеть график. Если x равен нулю, какой будет ответ этой функции? Так, 0, хорошо. Давай, значит, теперь x равен единице. Минимум между x и Минимум 2. нужно- Между единицей и 2. Какое минимальное число? Единица. Ставь единицу. Теперь для 2. Минимум между двумя и 2. Какое минимальное число? А для 3? А вот тут внимательно. Какое число меньше, 2 или 3? Два. Нет, Нет. x-то 3 равен, но Ну, то есть эта значение точечка должна результат быть, да. будет 2. А если Вот. там 2 и 2, например, x? Так, это правильно. 2,5, например. 2,5. X. Так, вот. Ну что, попробуешь уже соединить? Да, только важно понимать, что линия будет прямой. Для значений больше 2, да, эта функция, они все больше 2, поэтому функция всегда будет возвращать двойку. То есть это будет просто прямая линия.
И еще давайте А прикинем для значений меньше 2 она будет вот просто возвращать. для минус 1. Для x равного минус 1 где будет точка? Продолжим. Тут осторожно. Минус 3 и 2. Какое меньше значение? Почему минус? Не минус 2, минус Нет, 3 так и 2. Причем все же правильно. Нет, вот здесь. А, здесь. Для Для тройки. минус 3. Да. Два числа. Одно из них минус 3, а второе число 2. Какое меньше? Минус 3. Но минус 3 у нас находится на вот этой оси где? Вот это минус 2, а минус 3 вот здесь. Соответственно, эта точка будет где? Вот эта. Будет ниже. Соответственно, график будет уходить вниз. Вот так. Да, то есть он как бы не клампится с обеих сторон, да? Он клампится только с одной стороны. Давай сразу для максимума. Функция максимума между единицей, или между полтора и x. Вот здесь напиши y равно max x запятая. Вот. И давайте нарисуем график. Ну, то есть все то же самое делаем, то есть просто проверяем какие-то контрольные А вот точки. то же самое, но мы уже делаем неправильно. Смотри, вот для нуля, то есть когда вот здесь 0, максимальное число между нулем и 1,5. Какое число? Максимальное число. Да, мы же максимум еще. Так надо, значит, не 0 здесь рисовать, а 1,5. Давай, для единиц. А для 2? Да? Ты уверена? Максимум между 2 и 1,5. Вот. А где будет точка перелома? То есть у нас вот здесь горизонтальная линия, где-то там начинается диагональная, а где она заканчивается? Где заканчивается горизонтальная? Нет. Почему в единице? Ну, давайте, ребята, вот где Какие будет варианты? перелом? А 1,5. Полтора. Ну, совершенно верно. То есть где x равен 1,5, там он начинает расти. И для 3, допустим, где будет? Давайте нарисуем. Спасибо. Спасибо. На самом деле вот эти Хорошо, вот что- функции, которые мы сейчас разбираем, они критически важны для того, чтобы вы могли комбинировать там даже две текстуры просто друг с другом правильно скомбинировать. Без вот этих знаний ничего нормального не получится. Нужно, чтобы вы вот с этим, вот в этом ориентировались просто на раз. Ну, собственно, вот. Все равно, что мы нарисовали. Вот по факту вот этот порог, он позволяет нам И высоту максимум. вот этого среза регулировать. Соответственно, если сделать максимум, то то же самое, только снизу. Да? Вот. И как производная от этих двух функций min и max, это у нас функция clamp, которой мы очень любим пользоваться, например, чтобы заклампить HDR. Собственно, эта функция ограничивает просто значение x вот этими двумя числами. Может быть, кто-то на вопрос со звездочкой сейчас ответит и напишет, а как ее расписать, вот эту функцию, с помощью функции min и max. По факту это просто комбинация функций min и max. Да ты рисуете. Давайте проверим. Давайте проверим Прямо сначала. или- Нет, сначала Нет, так. прямо тут. Просто попробуем для каких-то, ну то есть вот, допустим, А и Б сделаем значениями там, допустим, 0 и 1, А равно 0, там Б равно 1. И попробуем вычислить значение для нескольких значений, так, допустим, для минус единицы. Когда x равен минус единице. Подставляем эту функцию и смотрим, что получается. То есть вот прям по порядку, рассуждая, вот прям пиши минимум от нуля. Минимум от 0 до единицы. На самом деле, в каком порядке, смотрите, вот когда у нас комбинация функций здесь идет, вот такая, да, в каком порядке нам нужно вот эти вычисления делать вот в голове? Как вы думаете? То есть мы сначала считаем, что вернет функция максимума между вот этими двумя, потом результат этой функции подставляем вот сюда и считаем минимум между вот этой функцией и вот этим. Поэтому давайте попробуем это расписать просто и посмотреть, что получается. Макс между x и b. То есть Мы сейчас для какой точки считаем? Для нуля? да. Для нуля. Прям давай расписывай. Мы проверяем то, что ты написал. X у нас равен нулю, значит у нас результат этой функции будет лежать вот на этой линии. Он не может лежать здесь. То есть если x равен нулю, то где-то вот тут вот нам будет значение наше. Нужно понять, каким это значение будет. То есть вот у нас a равно нулю, b равно единице. Я говорю, мы начинаем изнутри.
Соответственно, пиши только вот эту функцию. Максимум между нулем и b, и единицей. Да? Пиши прям максимум между нулем и единицей. Это у нас что? Это какое значение? Единица. Теперь вот мы получили значение вот это, подставляем это в минимум. Пиши здесь минимум между а, которое равно нулю, минимум между нулем и вот этим значением, которое мы получили. Какое здесь? 0. Значит, результат этой функции будет равен нулю. Значит, для x равным нулю где будет точка? Нуле. Правильно. Дальше, для там, минус единицы, например. Когда x равен минус единице. То единица. Здесь единица. Да. Значит, здесь будет 0. Значит, для минус единицы результат функции будет какой? Где будет точка? 0. Так. Дальше. Для, допустим, двойки. Когда x равен 2. Сначала раскрываем максимум, да, то есть мы, грубо говоря, смотрим, у нас максимум x, b равно единице, x равен 2. Пишем макс, значит, x равен 2, то есть двоечка, да, и единица. Вот эта штука что возвращает? А равно нулю, b равно единице. Вот функция, которую мы вычисляем. X равная в нашем случае 2. Какой будет результат этой функции? Ну, можно сейчас для начала, да, записать, просто заменить все переменные на конкретные числа. Так. А минимум между нулем и двумя? Y равен, x равен 2, y равен 0. Ну, минимум между нулем и двумя, очевидно, 0. То есть у нас линия продолжается, правильно? На вот этом всем промежутке. Ну, на самом деле можно следующие не считать, они все будут равны нулю. Получилось это потому, что для вот этой, ну, для вот такой комбинации min и max, если а меньше, чем b, она всегда будет возвращать а. Потому что она сначала, ну, то есть, как бы, если снаружи смотреть, то это всегда будет минимальным значением, что бы тут ни отклонилось. Можно либо поменять их местами, ну, то есть, допустим, здесь сделать единицу, здесь равно нулю, чтобы получить тот график, который мы хотели. Либо поменять функции вот эти местами. То есть здесь сделать максимум, а здесь сделать минимум. Можно, давайте проверим, вот прям в объем вот это вот значение, вот в это вот. Но это сложный пример, поэтому... Минимум от а. И вот теперь а равно нулю у нас было, b равно единице. Это доказывает то, что мы правильно все сделали. Ну, то есть, как бы, когда рассуждали, когда проверяли, правильно ли у нас работает функция. Мы нарисовали правильный график, единственное, что это не то, что мы хотели бы получить. Давайте поменяем местами. Значение меняем местами. Ну, да, вот это уже выглядит похоже. Да. Да, мы хотели получить вот этот результат. Собственно, вот как работает кламп. Либо значение поменять местами, либо функции. В данном случае это приведет к одному и тому же результату. Но важно понимать, как бы, как оно получается, как оно вычисляется и как это проверять. С клампом разобрались. Теперь комбинация у нас. Комбинация. В общем, смысл в том, что мы, комбинируя функции друг с другом, можем довольно интересно добиваться эффектов. Да, ну давайте покомбинируем Простые модуль. Например, вернемся к функции синус. Да, вот она у нас. Вот так она выглядит. Скажите, пожалуйста, как будет выглядеть функция y равная... Тут, опять же, смотрите, модуль можно в разные места подставить. Можно, например, брать модуль от самой функции, а можно брать модуль от аргумента. И на самом деле результат будет разный. Но в случае с синусом нет. Нет? Еще. А, Что так? Отразить, но ну как да, бы... в данном случае будет похоже. А нам как бы... То есть результат другой, но как бы Да, в случае с синусом он будет... с синусом выглядеть будет реально одинаково, хотя... Если есть только первый вариант, ну как будет? Вот если синус x плюс 1, допустим, или ну, плюс что-нибудь, тогда будет разно. Ну давайте... Давайте Первый здесь с вариант. этого угла не вызывали никакого. Абсолют от синус x. Давай. А справа? Справа? После π. После π. Что Ноль. после π будет? А в синус x. После пи. Ну, кстати, нет, да, будет отличаться Идеально. после пи. Вот там вот отличаться, да. Так А что это, подожди, стой. Это ты рисовал верхнюю функцию. А что будет для нижней функции, когда синус от абсолютного значения x? Значит, вот этот результат всем понятен, да? Ну, элементарная штука, все, что в нижней с отрицательными y просто отразилось, да, как Стало с полюсом. Но считается точно так же. То есть мы сначала посмотрели, что будет делать синус x, то есть изнутри всегда работаем. То есть мы сначала посчитали результат синус x, и потом то, что получилось, подставили вот в эту функцию. Получилось абсолютное значение, ну, то есть оно отразилось. Здесь мы поступаем наоборот. Мы сначала, прежде чем посчитать синус, мы сначала
делаем абсолютное значение, считаем, а потом считаем синус от результата. Ну, здесь справа остается синус первоначально, а снизу, вот снизу идет вот эта вот история. Какого низу? Слева, по-моему. Ой, в смысле слева. Ну вот как? А в чем отличие между вот этими двумя функциями? А слева ничего не должно быть, по идее. Как ничего не должно быть? Подожди, давайте проверим. Вот тут для абсолютного значения x, допустим, для значения минус π пополам. Абсолютное значение от минус π пополам чему равно? Π пополам. То есть синус π пополам чему равен? Единице. Значит, вот здесь для минус π пополам точка где будет? Ну здесь. Ну вот. Ну, вот это, Ну я же говорю. значит, это... не ничего. То есть он отражен. Он отражается. И на самом деле для вот этих двух функций, если мы смотрим на промежутки от минус π до π, они будут выглядеть одинаково. Но дальше, и в одну и в другую сторону, они будут различаться. Но это проще вот там, Ну, вот в этой. Давайте, да. Ага, спасибо. Давайте сейчас посмотрим. Ну, то есть, тут как бы важно понимать, что вот эта штука всегда положительная, а вот это совершенно может быть спокойно быть и отрицательной тоже. Да? Несмотря на то, что там внутри модуль есть. Ну вот что получилось. То есть просто все, что у нас, все, что было в отрицательной полуплоскости, все перевернуло. Тогда придется клампить. Давайте смотреть, что получится, если сделать наоборот. Ну вот, собственно, видите, в чем разница, да? То есть, Ответь, пожалуйста, чтобы здесь график. ну, На стуле. Он периодично. то есть здесь, когда мы берем модуль от аргумента, у нас по сути функция просто отражается относительно оси y. То есть интуитивно почему это происходит, да? Потому что вот эта штука abs x, да, мы же смотрели, как она выглядит. У нее значения одинаковые, что для положительных иксов, что для отрицательных. Поэтому, как бы, вычисляя значение синуса относительно вот этих одинаковых значений, мы получаем одинаковые значения синуса, поэтому у нас как бы симметричная получается функция. Смотрите, вам надо будет дома покомбинировать эти функции различными способами и посмотреть, какие результаты получаются. Самое главное, вы должны уметь, то есть, сейчас мы делаем в сторону вперед, мы пишем функцию и смотрим, что получается. На самом деле у нас в работе всегда задача стоит обратная. Мы видим картинку и видим, что вот тут какая-то вот должна получиться вот такая форма, и нам нужно понять, какими функциями, как их комбинируя, мы можем эту форму добиться. И вам нужно понимать, как их комбинировать. Поэтому вы должны в комбинировании функций очень хорошо разбираться. Если этого не происходит... Вот смотрите, давайте сейчас не разбираться. можно, кстати, для упражнения просто попробовать именно от обратного решить задачу, именно на комбинирование. Нам нужно, например, вот такую получить функцию. Ну, то есть, это ось, например, x. То есть у нас есть с вами в распоряжении какие-то базовые функции, мы уже знаем, там, ну, там, графические, степенные, да, есть, мы посмотрели всякие модули округления, да. Вот такую функцию, как бы, мы не знаем, как задать. Нет у нас такой готовой, да. Вот как нам ее... Ну там разные способы, но первое, что приходит нам на ум, это вот базовую функцию брать это деление по модулю. То есть мы задаем некоторый период, а потом мы можем, например, взять функцию sin, она получится примерно такой, от либо единица, либо минус единица. Давай напишем формулу, Да, которую какая ты хочешь формула? изобразить. Сейчас. Ну или вот лучше нарисовать прямо на графике, чтобы понять, все-таки с какими она соизмеряется. Ну, то есть вот это единица, это двойка, ну, например. Сделаем так, что это будет единица, это двойка, это тройка и так далее. А здесь у нас минус 1, и здесь 1. Вот. Период этой функции равен 2, поэтому мы сейчас будем брать деление по модулю 2. Ну, то есть, в принципе, Игорек очень правильно рассуждает. Он видит, как бы его логика рассуждения какая. Ага, это периодическая функция. Значит, нам нужно в качестве основы взять какую-нибудь другую периодическую функцию, которую мы уже знаем. А мы действительно знаем с вами сейчас
фракшн, деление по модулю и синус. На самом деле любая из них подошла. Да. И давай сразу нарисуем. Дальше вопрос, что как эту функцию превратить, потому что нам действительно здесь поможет ну, sin или округление. Дальше. Потом нам надо... вот если мы сейчас возьмем sin, то она получится везде положительной. Нам надо бы ее приопустить, чтобы... А это мы с вами знаем, как делать, да? Чтобы опустить функцию вниз, что нужно сделать? Минус единицу. Да, совершенно правильно. От результата, от самой функции просто отнять то число, которое... Тогда она будет выглядеть. Вот. И теперь мы можем взять sin. Вот здесь, если минус единица, да, минус единица, минус 0,5, я вот точкой буду рисовать, тоже минус единица. Вот sin от нуля, по-моему, возвращает единицу. Вот очень маленького значения, там минус 0,0001, уже будет значение минус единица. Значение чуть-чуть превышающее будет давать значение плюс единица. В точке 2 Вычисляем. А, То есть вот подставляем смотри, 2, остаток отделения Ну, короче, минус снова 1, минус 1, ну то есть 0 минус 1 это минус 1, sin от минус 1 это будет минус 1. Ну, то есть по факту все получается. Да, все правильно. Давайте Всё вобьем правильно. эту функцию вот в эту нашу проверяемую программу. Ну, немножко он специфически нарисовал, да? Как бы Ну, в целом, по факту, в целом, да. по факту, да, то, что Что надо. он так прервал? Ну, вертикальные линии как бы на графике, в принципе, Ну да. не особо возможно. Что? Есть другой, давайте другой способ рассмотрим. Да, можно. На самом деле, тут можно через синус логично. Можно через синус. Давайте, Синус. не используя ни одну из этих функций. Ну, сначала я предполагал, что синус... Лучше рассуждать, вот смотри, так же, как Игорь рассуждал, прежде чем писать график, то есть как бы вот написал синус, нарисуй этот синус, примерно обозначь, потом как бы операции с ним уже проводишь, рисуешь как бы результат этой операции. А согласны с формулой? Ну, может начать рисовать? Ну, синус у нас уже есть, Что- можно просто что его, выдает давай, я флор тебе от тут синуса? не- смотри, сейчас Рисовать будет попроще. Так, вот То сначала... есть вот синус есть, просто смотрим, что с ним происходит вот по такой формуле. Потом берем от него флор сначала, а потом еще и фракшн. Да, То есть вот сначала рисуем, то есть синус x есть, вот давай флор от синуса x чему будет равен? А дальше? Значит, просто тут тоже, опять же, чтобы вот с этим разобраться, да, вспоминаем, что такое флор, логика работы этой функции. А логика у нее простая, она сравнивает, то есть она находит нам минимальное ближайшее целое, да? То есть целое, которое меньше нашего числа, ну и как бы самое ближнее к нему. Вот целое. Да. То есть вот этим, Вот то есть для берем- значений, Получается. ну, то есть как бы меньше единицы, ближайшее целое снизу это 0. Проблема в том, что для значения здесь также лежат меньше единицы, и это тоже будет 0. Поэтому, скорее всего, тут будет как бы кратковременный какой-то всплеск, когда он прям равен единице, а все остальные значения будут равны нулю. Давайте, сейчас мы вот так рисуем, наверное, долго будем. Давай, вот зайди в эту программу, где Chrome открой. Вот наша функция. Давайте проверим вот те выводы, к которым мы пришли, что они правильные. Давайте напишем флор от синуса. Рисует. Но он что-то не рисует. Вертикально. Вертикально он не должен рисовать, потому что график функции имеет одну особенность. Как бы для любого числа x может быть только одно значение. Для вертикальной линии это означает, что для вот этого x, то есть чтобы линия была вертикальная, что у нас может быть любой из этих y. Но как бы мы не можем такую функцию написать. Поэтому вертикальная линия не нарисована. То есть вот что происходит с флором. Единственное, что чтобы мы понимали, как это связано с синусом, лучше синус тоже изобразить, чтобы он там у нас был, чтобы мы понимали, как флор работал. Но на самом деле, если вот здесь приближаться, наверняка может быть всплеск. Вот. Вон он там есть. Да, ну то есть вот он, вот Значит, сразу. точка вот здесь этого Нет, графика. Это, кстати, Это синус. он ее не рисует. Ну, он ее не рисует, но поверьте, она там есть. А если... Но мы там получим скачок. Ну, значит, Да, там будет скачок, который как бы будет проявляться в очень редких ситуациях. Ну, то есть этот график, значит, нас не устраивает. Как бы, что мы можем изменить? Не фракт от функции нет, фракт это мод от функции и единицы, запятая 1.
запятая 1 будет просто После синус. синуса. После синуса запятая 1. Вот результат функции модуля. То есть мы можем, конечно, то есть это тоже способ, не очень хороший, просто перебирать все варианты, пока не получим то, что Очень хочется. красиво, Да. да. Но как бы прогнозировать успешность результата такого способа довольно сложно. Еще кто-то Нет, хочет попробовать? объяснить на самом деле, по просто общую факту, флор от этого, от синуса дал нам. Ну, на самом деле, в целом направление мысли правильное, и получится хороший, мне кажется, результат, если просто использовать раунд. Он тоже даст эти точки. Да, получается, за чем с округлением, получается, не можем что ли сделать? Сайн. Можем только синус назвать. Че? Синус? Нет. Нет, умножь на 5 Да, и синус. плюс на 5. А, кстати, да. Ну тут включи синус. Это же не очень очевидно. Да, тут как бы они, да. Тут надо на самом деле посмотреть, как выглядит синус умноженный на 0,5 плюс 0,5. Тогда будет, может быть, чуть понятнее, что произошло вообще. Да, вот вообще как бы на самом деле мы, может быть, слишком быстро скаканули к функции от функции. Чуть более подробно надо попробовать вот поупражняться с умножением функции просто на число и добавлению этого числа, как бы то, что Игорь вначале говорил, но поупражняться с этим надо. То есть, как бы, вот у нас есть синус, и мы хотим его, допустим, сжать, сделать выше, чтобы он лежал в этом диапазоне. Что нам нужно сделать? Вы должны как бы сразу быть в состоянии дать ответ. Нужно вот умножить на столько-то, добавить столько-то, и в аргумент так добавить такое-то число и умножить на столько-то. Да, я думаю, что домашнее задание мы сделаем сегодня в чат картинки отправим, то, что нужно нарисовать. Еще раз повторю, это не развлечение здесь. Ну, у всех это сейчас быстро получается, да, то есть видно, что тут есть над чем подумать. Дальше как бы будет все сложнее. И если как бы мы на таких примерах спотыкаемся, да, то дальше, ну, просто невозможно будет ничего объяснить. Вот, да. Ну, задание, я думаю, мы придумаем, просто нарисуем. Задание будет примерно такое, то есть, что будут даны графики, просто изображение графика. И вам нужно будет сказать, какими функциями эти графики, то есть вот прям придумать, вот такая функция формирует вот этот график. Как бы они будут разные там по сложности. Я не знаю, может мы на этом тогда Да, я думаю, что закруглимся, уже- что, в принципе, там у меня еще было кое-чего, но мне кажется, мы к какому-то логическому концу подошли, и остальное надо в следующий раз. Немного резюмируя, хочется вот вообще про функции сказать, что это лучше всего их воспринимать как некий черный ящик. Да? То есть что там происходит, неизвестно. Но мы знаем, что результат этой функции, он всегда зависит от ее аргументов, от того, что мы ему передаем. Если мы ему передаем, видоизменяем какие-то аргументы, результат как-то меняется. Если мы можем эту зависимость изобразить на графике, этот график может быть двухмерным, как в этом случае, это функция от одного аргумента. Для функции от двух аргументов, если оба аргумента меняются, то это будет уже плоскость какая-то, которая, не плоскость, поверхность, которая меняется. Там, и так, что я хотел сказать? И, собственно, нам нужно понимать, что мы можем комбинировать функции, то есть различными способами. То есть вкладывать функции одна в другую, то есть как бы использовать результат одной функции в качестве аргумента другой функции, складывать результаты функций друг с другом, умножать их друг на друга, также умножать на число, складывать с числом, как бы применять числа в качестве аргумента. Но это базовые операции с функциями, которые мы делаем, и нужно понимать всегда, к каким результатам они будут приводить, даже если мы не знаем, что конкретно, какая математика внутри функции лежит. То есть, допустим, мы знаем, что функция noise возвращает какой-то noise. Но мы знаем, что если нам этот noise нужно просто сдвинуть вверх, нужно просто сложить там ее как константу. Или мы знаем, что если этот noise надо сделать поплотнее, мы его умножаем на какое-то число. Нужно, чтобы это все моментально у вас в голове всплывало после того, как вы домашнее задание сделаете. Можно практиковаться в Houdini непосредственно. Собирая в мопе, вот я просто хотел сказать, что по сути каждый вот этот кубик это функция. У нее есть аргумент, это то, что с левой стороны стоит, и результат, то, что с правой стороны. И они вложены вот таким вот образом друг в друга. То есть как бы самая последняя функция здесь, вот это сложение, она как бы, это p плюс то, что вот здесь пришло, это как бы другая функция, ну, то есть как бы там можно их вот так вот расписать, в скобочки вкладывая друг в друга. Это то же самое. Кому-то это может быть более удобно для Я думаю, восприятия. мы про вот это еще Да, поговорим ну, отдельно. Вкратце, Да, просто это если правда. вдруг захотите как бы по своих знаниям как-то применить уже на практике, то можно как бы вот подобным образом это делать. На сегодня, наверное, все.